Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И сегодня я вам расскажу как раз-таки о переходе кармических узлов из оси Тельцы, Скорпионы в ось Овна, Весов. Да? Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек или водичку, что вы там любите. И я буду сейчас рассказывать общую характеристику, что нас с вами ждет в июле 2023 года и ближайшие 1,5 года, пока узлы будут находиться как раз-таки на оси Овна, Весов, да, для того, чтобы каждый смог реализовать свою карму, свое воплощение, для того, чтобы все у нас с вами получалось, и реализовать то, зачем каждый из нас сюда пришел. Да? Поэтому присаживайтесь поудобнее, рассказываю. Сначала расскажу общий прогноз, общие рекомендации, и потом по каждому знаку зодиака. Поехали! Это событие с нами произойдет буквально не сегодня, не завтра, а 17 июля. Почему заранее так говорю? Для того, чтобы все успели посмотреть это видео и для того, чтобы наметили себе план на будущее, свою стратегию развития, посмотрели, как будет складываться ситуация у каждого из вас, для того, чтобы вы скорректировали эти моменты. Для чего? Ну, событие достаточно мощное, да? Оно происходит как раз-таки летом. В прошлый раз у нас узлы переходили в январе, это был январь 22 года. 22 года это было 1,5 года назад, 19 января 22 года, да, естественно, были достаточно сложные, да, достаточно сложные 1,5 года, очень много менялись в основной своей массе финансы в мире, да, и шло полная дестабилизация наших каких-то моментов, к которых мы привыкли, да, происходили те ситуации, которые мы не ожидали, да, это перевороты не только в финансах, но и про устройство в мире, да, изменение было власти в глобальной ситуации, в картине, и очень много то, к чему мы привыкли, оно куда-то ушло, да, улетучилось, произошла полная дестабилизация, поэтому следующие 1,5 года будут достаточно тоже сложные, но если говорить вкратце, то для нас требует от каждого из нас в ближайшие 1,5 года нам необходимо научиться дипломатии и способ урегулировать конфликты, да, какие-то ситуации, которые нам не нравятся, с помощью речи, слов, с помощью коммуникации, да, с помощью не отжима власти, да, а с помощью именно как раз-таки договорных и мирных отношений. Это будет сделать сложно, потому что, как говорится, запалить спичку очень легко, очень сложно потом договориться, да. Так вот, ситуация от каждого из нас. Сейчас расскажу общую картину, да, чего требует от нас именно переход кармических узлов на ближайшие 1,5 года. И потом буду рассказывать про каждый знак зодиака, да, про кого-то больше, про кого-то меньше, просто потому что на кого-то будет влиять этот переход гораздо сильнее, чем для кого-то, например, да, для тех же Овнов и Весов это будет очень мощное время, да, значимое время. Например, для раков или водолеев время будет не такое влиятельное. Хотя, если посмотреть, еще есть очень много сопутствующих факторов, да, и для раков, и для водолеев тоже будет влиять. Но немножко другие моменты, про которые я тоже расскажу в этом видео. Для всех ситуация будет достаточно двоякая. Придется, как говорится в той поговорке, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Договорные мирные отношения, дипломатия, способ урегулировать конфликты, когда очень просто и быстро можно будет решить с помощью каких-то агрессивных действий. Очень легко можно будет решить конфликт, но он решится ненадолго, будет краткосрочный у него эффект, поэтому необходимо будет все-таки договариваться. Да? Для тех, кто захочет работать в долгу, необходимо будет договориться. Это всегда такая неприятная, да, история, но суть заключается в том, что, конечно, нам хочется быстро, да, но нужно сделать будет хорошо, да, во имя чего? Во имя будущего у нас всех.
потому что мы, как говорится, по одному не существуем, мы живем в этом мире все вместе, да, и у многих из нас в лодке, да, на чаше весов очень многое стоит, поэтому хочется не просто для себя как бы пожить, а хочется пожить еще для своих близких, да, поэтому истории вот такие, и здесь именно раком, именно в таком моменте будет очень сложно раком, потому что раки, конечно, решают не только для себя, да, раки решают и для своей семьи. Точнее, в пользу этого они в основном и принимают решения. Ну и что, как говорится, поехали по каждому знаку зодиака, расскажу, как оно есть, как оно будет и для чего оно будет, да. Почему момент важен именно для Овна? Почему для Овна это такой очень важный момент? Я себе подготовила, у меня открыта, естественно, натальная карта, как всегда, я по ней смотрю момент перехода узлов, да, и вот буду подглядывать свою подсказочку. Так вот, узлы, естественно, будут переходить в новолуние, да, новолуние у нас случится 17 июля, в разном часовом поясе, естественно, это будет разное время, поэтому я буду говорить как бы для всех. Вот. Новолуние у нас будет в знаке Рак, Солнце будет в 25 градусе, да, в 25 градусе Рака, и, естественно, в очень дружелюбном аспекте с Ураном. Новолуние будет мягкое, колбасить не будет, но будет задевать в оппозиции, будет подбираться после новолуния, наступит такой момент мощнейший для нас, для всех, естественно, очень сильно почувствуют раки, потому что они в моменты все новолуния и полнолуния очень чувствуют, да. Естественно, это будет оппозиция к Плутону, не просто она так, потому что еще смена узлов будет с оси Скорпиона, да, южный узел со Скорпиона перейдет как раз-таки в южный узел, станет в Весах. Поэтому история здесь как раз-таки такая. Это новолуние и переход узлов требует как раз-таки мощного внутреннего ресурса, очень сильного внутреннего ресурса. То есть если вы где-то не готовы, если вы не понимаете обстановку, ситуация будет колбасить, продолжать и еще следующие 1,5 года. То есть чем быстрее вы встанете на лыжи понимания реальности, то, каким мир уже изменился за 1,5 года, вам будет проще идти дальше, прожить следующие 1,5 года. Потому что ситуации в мире будут абсолютно разные, абсолютно разные. От благоприятной до, естественно, нет, да. И последние 1,5 года нам это показали. Так вот, вернемся к новолунию. Новолуние будет достаточно сильно мощно энергетически, да, потому что будет составляться как раз-таки большой квадрат. Это сложное вот красным значком, красные квадратуры соединены, да, будет участвовать Плутон, Солнце, Луна и кармические узлы. Что необходимо делать в этот момент, да, что необходимо вообще подготовиться всем сейчас, на ближайший месяц, да, потому что плюс-минус 2 недели, они такие мощные и активны. Всем нам необходимо понять, кто мы и куда мы идем, потому что ближайшие 1,5 года от нас будет требовать этот мир действий. Действий на благо своего будущего, на благо своей реальности, на благо вообще понимания то, куда мы идем, каждый из нас идет, да. Но, как говорится, пробивать себе путь необходимо как раз-таки с помощью дипломатии. Красиво, мирно урегулировать конфликты любые, да, налаживать контакты, связи международные, междугородние, желательно двигаться, желательно путешествовать, да, но при этом четко понимать, что одним движением пальца, неуместным открытым ртом мы можем все испортить. Можем все испортить, но при этом также нужно понимать, что мы можем и договориться, да, потому что все-таки еще после новолуния 5 дней Солнце будет стоять в Раке, это такое время мирное, и потом оно только перейдет во Льва, да, и потом начнется как раз-таки табурная активность, да, которая у нас, естественно, бывает в августе. Момент связан не просто приготовлением к школе, момент связан тем, что заканчивается вот это вот легкое свободное время, летнее, да, и мы наконец-то вливаемся в свою жизнь, да, уходят на второй план такие тусовки, уже нет столько времени для отдыха, уже мы возвращаемся к своей жизни. И вот потом, ближе к осени, может достаточно сложно такой момент наступить, да. Те, кто не понимает эту реальность сейчас, будет осознавать ее в сентябре, в октябре и в ноябре, да, как говорится, весовско-тельцовское время.
Если коротенько, за последние 1,5 года мир изменился. На самом деле он изменился еще с 2000 года, когда к нам пришла как раз-таки пандемия, да, когда все перестало быть тем, к чему мы привыкли, наступил резкий всплеск информационных технологий, скачок и тому подобное. Да. Люди начали договариваться, коммуницировать очень быстрыми масштабами. Да. Мы не были к этому готовы. В феврале 2022 года мир изменился еще раз неожиданно и очень быстро. И эти 1,5 года нам было дано для того, чтобы мы понимали, кто мы, зачем мы, сколько в нашей жизни у каждого есть хлама, к чему мы стремимся, чего мы хотим ли мы созидать, хотим ли мы разрушать, хотим ли мы с этим миром жить в единении, либо же мы хотим все разрушить и жить обособленно. Да? Ось весы Овен требует динамичных, активных движений в пользу своего будущего, естественно, потому что любые движения и перевороты в этом мире существуют для того, чтобы происходила эволюция. И когда люди застаиваются на одном месте, не живут свою жизнь, происходят как раз-таки такие всплески энергии, да? Как раз-таки такие моменты, которым сложно привыкнуть. Многим сложно понять, кто-то не переварил еще ситуацию февраля 2022 года, да, и это сложно на самом деле, кто-то ушел в такой момент отрицания. Ситуация есть, ситуация открыта, ситуация продолжает, но жизнь у каждого из нас она идет, она бежит стремительно, и поэтому необходимо браться за свою жизнь для того, чтобы изменить этот мир. Поэтому ближайшие 1,5 года для нас ждут дипломатии, действий, активности, построения жизни себя, жизни вокруг, но с помощью договорных таких-то отношений, красивых отношений. Для того, чтобы создавать что-то новое, невозможно как бы двигаться вперед, да? Невозможно двигаться вперед, разрушая все на своем пути. Оно, конечно, можно, но в конечном итоге останется выжженное поле, да? Но мы с вами живем не для этого, мы живем для того, чтобы этот мир, этот зеленый шарик, он развивался, да? Чтобы у него было активное развитие. Итак, для самых нетерпеливых, кто не может смотреть поочередно, вот здесь есть снизу стрелочка вниз, переходите во временную шкалу, находите рекомендации про свой знак зодиака и слушайте их, да, отправляйте своим знакомым, друзьям, близким, для того, чтобы они были готовы к переходу и мощному переходу, да, этих кармических узлов в этом июле месяце. Поехали! Овен. Овен и весы буду рассказывать для вас в паре, да, потому что как раз-таки именно ваш знак переходит. Для Овна и для весов ситуация требует активности, требует действий. Да. Для Овна, чтобы пойти дальше, необходимо расчистить шкафы, хлам, выбросить все. Это касается не только физических вещей, это касается еще и контактов, это касается еще и знакомств ненужных, которые не нужны, да, или же наоборот нужны, понять, кто вам друг, кто вам не друг, с кем вам по пути, с кем нет. Потому что, идя вперед лучше, нужно, конечно, идти, проще будет идти в команде. Мы идем в то время, мы вступаем в эру Водолея частично и по чуть-чуть, когда мы идем дальше. Не волнуйтесь, через 1,5 года, когда узлы будут переходить в следующую ось, а следующая ось у нас как раз-таки ни много ни мало. Северный узел у нас окажется в знаке рыб, да, то есть это такая совершенно другая история, да, совнов рыбы, да, и вот как раз-таки южный узел в Деве будет подчищать хвосты за всеми, а он будет подчищать так, ну, жестенько. Поэтому, Овен, вам же необходимо в эти ближайшие 1,5 года, и сейчас в июле, еще до того, как узлы не дошли, как говорится, да, до вашего знака, необходимо понять свою кармическую задачу в этой жизни, в этом воплощении. Если вам в районе 18, 20, 19 лет, в районе 37, то тогда ваши узлы в вашей натальной карте стоят как раз-таки в Овне, да, и как раз-таки это будет очень сложный, мощный для вас. И если в пубертатном периоде, да, 18-19 лет, узлы будут просто наставлять вас на путь, вы будете выбирать профессию, кто вы, для чего вы,
и наказания не будет, то в 37 лет это будет такой достаточно сильный экзамен. Экзамен, можно сказать, таки третьей половины жизни, да, в зависимости от того, у кого какой план и кто сколько хочет прожить. Этот экзамен будет такой, достаточно сложный, все равно вас жизнь заставит делать, но проявлять свое я, свое эго, свою активность, свои намерения, свои действия и идти именно к своим желаниям. То есть, если вы все это время зависали в партнерских отношениях, если вы все это время висли и не могли подняться, если вы не могли без партнера жить, не заглядывая ему в рот, существовать, да, то есть все как любимка скажет. Любимка — это хорошо, но помимо всего прочего у вас должен быть свой план и своя жизнь. Поэтому, дорогие овны и те, у кого кармические узлы расположены в знаке Овна, то есть вам сейчас 37 лет, от вас жизнь будет спрашивать. Те, кому 57 лет, тоже жизнь будет спрашивать, но спрашивать уже будет не с такой интенсивностью, очень сильно спрашивает в 37, для того, чтобы прям вот хорошо намекнуть, да, в кавычках, чтобы человек прям таки сильно понял. У кого-то отбирают партнера, очень многие в этом возрасте разводятся просто потому, что не могут пойти своим путем. То есть, ну вот так вот жизнь решает путем эволюции, да, ради эволюции убрать у человека партнера, забрать любимку для того, чтобы человек начал свои желания исполнять. И многие потом говорят, вот я развелась, и все у меня в жизни пошло как надо. Но на самом деле нет, все пошло в жизни как надо, потому что партнер у тебя ушел, или вот ты от него ушла, для того, чтобы вот пойти наконец-то своим путем. Очень сложно тем, у кого кармические узлы как раз-таки на оси весы Овен, да, им, будучи в браке, реализовать свои амбиции. Вот это таки очень сложная задачка, поэтому она каждому из нас дана, да, своя, определенная. Потому что когда люди живут в браке, они как бы сепарируются вот так вместе, да, они вот так соединяются, да, и сепарации не происходит отдельно. Очень многие сливаются и не могут, многие даже говорят фразу такую часто «мы», да, «мы». У тех, у кого кармическая задача как раз-таки в Овне, да, северный узел, вы можете это легко посмотреть, открыв свои натальные карты и увидеть, где вот у вас такая подковка нарисована, да, в каком она знаке. Поэтому как раз-таки Овнам, да, как раз-таки Овнам очень сложно бывает в браке идти своим путем, реализовать свои амбиции, да, они сливаются в пару, вот. То же самое делает и весы. Весам вообще очень сложно, да, то есть если вы знак зодиака весы или же скорпион, то вам бывает очень сложно, да, в браке, если вам сейчас 37 лет, а кармические узлы северные расположены в знаке Овна, вам очень сложно отделить свое эго, да, отделить свое я от партнерского. И для того, чтобы реализовать что-то свое, многие ведут совместный бизнес, он, например, разваливается, да, для того, чтобы этот человек сам, например, ну, создал, я не знаю, что-то свое, там, хоть свой YouTube-канал, да, где он будет рассказывать что-то о себе, да, там, свою страничку в Instagram, или своя собственная работа, то есть своя любая сфера деятельности, где человек будет как бы один, без партнера, только он. Вот такая вот история с овнами. Поэтому, дорогие овны и не овны, все те, у кого северный узел расположен в Овне, это как раз-таки та история про вас. Начните делать. Не доводите дело для того, чтобы остаться одним, потому что это такая другая грань, очень неприятная, когда отходит на задний план партнерства, кто-то делает выбор. Почему-то очень сложно многим людям пойти своей дорогой, не делая этот выбор, да? Я всегда говорю, а зачем вообще делать выбор, когда я не хочу его делать? Я не хочу делать, поэтому не делайте те выборы, которые вы не хотите делать, просто оставайтесь в партнерстве, оставайтесь в браке, но начните делать, выполнять то, что хочется вам, звездеть, как хочется вам, да? Загорайтесь внутри, пусть горит ваш этот внутренний огонь, потому что он сейчас вам дан для того, чтобы вы двигались в сторону именно своей собственной эволюции, да?
что вы будете делать, произведете ли вы революцию или нет в своей собственной жизни, чего вы достигнете, это уже будет видно по истечению там, задачек, да, если вам 37 лет, то кармические узлы, если вы все делаете правильно, вас вознаградят, да. Вознаградят, наоборот, таки классным партнерством, классным продвижением в браке, даются какие-то плюшки, даются какие-то там популярность в браке дается, да, дается ребеночек в браке, если сложности были с этим какие-то, да, даются классное понимание коммуникации, когда люди просто душа в душу начинают жить, да, потому что кто-то один реализовал свои амбиции там, где это было нужно, и ему просто стало хорошо, он перестал напирать на партнера, перестал теряться, человек понимает, кто он, у него есть свой костяк по жизни, и он идет дальше, да. Поэтому, дорогие овны, и все те, у кого северный узел находится в Овне, вам за этот месяц необходимо как раз-таки понять, кто вы, зачем вы, для чего вы, куда вы идете, зачем вы стремитесь, и чтобы 1,5 года пролетели прям на ура, прошли в профит, да, прошли в плюс, в жирный такой, чтобы они не оттенялись, не уходили в минус. Вот такой для вас будет расклад Овны на ближайшие 1,5 года. Иногда сложно выполнить задачу, но сложно от того, что мы сдаемся, да, от того, что мы не действуем или бездействуем вовсе, да, или не действуем недостаточно. Поэтому терпение вам, дорогие овны, у вас его меньше всего в этом знаке зодиака, да, поэтому терпение вам, овны, и усердие, и все у вас будет прекрасно. Дорогие тельцы, для вас момент перехода этих узлов пройдет, я не скажу, что лайтово, да, немножко отпустит тельцов, потому что тельцам было, в принципе, сложно последние 1,5 года. У вас было ощущение, будто вот этот вот мир, вот он как-то рухнул, да, то есть все нажитое вами непосильным трудом, все нажитое вами за столькие годы, все блага, к которым вы привыкли, да, все плюшки и ресурсы, они естественно, все перемешались и стали уже не вашими, да, то есть, и это было очень сложно понять. Тельцам вообще, в принципе, очень сложно, тельцам, козерогам, девам, земным знакам очень сложно принять те моменты изменения в этом мире, особенно когда они происходят вот так вот очень быстро и кардинально, да. Поэтому, тельцы, вас начнет немножко отпускать, станет полегче, потому что самое сложное для вас вы уже прожили. Сейчас, естественно, уметь договариваться, уметь делать вы уже можете, вы уже стремитесь, вы идете медленно, но верно, вы понимаете, что суеты вам овновской не нужно, договариваться вы можете. Как договариваются тельцы, да? Тельцы договариваются просто как они хотят, как я хочу, да, как я сказал. Поэтому у тельцов все будет в эти ближайшие 1,5 года все гораздо проще, чем это будет у овнов, потому что тельцов уже поколбасило достаточно, да, тельцы уже напряглись, поэтому не переживаем сильно, идем в своем темпе, понимаем, что вы хотите делать, изменения для вас будут, ситуации, которые вы не решили, они вернутся к вам, естественно, вернутся к вам на ретроградной Венере в конце месяца и в августе месяце, да, те моменты, которые вы не решили, они придут еще такой последний звоночек, да, хоть узлы уже перейдут знакомно, да, Овна-Весы, но последний звоночек для вас будет, и эти задачки как раз-таки напомнят о себе знать, да, не забываем, что Плутон еще стоит в квадратурах к кармическим узлам, и будет еще подколбашивать. Но, конечно, для вас это уже не будет такой новостью, неожиданностью, как это было в феврале 22-го, да, когда узлы в полную силу свою вошли и проявили себя. Поэтому, дорогие мои тельцы, все у вас будет хорошо, естественно, да. Не говорю плохой прогноз, потому что он у каждого, естественно, индивидуальный, да, и такие сложные прогнозы, они происходят у всех
Когда действительно человек сидит, выжидает, если вы тельцы, которые сидите, ничего не делаете, то, естественно, оно будет сложно. Оно будет ситуация, которая будет постоянно вас, не будет все хорошо, да, как говорится, будет постоянно все усложняться, будет все сложно, будет неоднозначно, не будет спокойствия. А что важно для тельцов? Для тельцов самое важное – это спокойствие. Близнецы. Близнецам в переход этих кармических узлов достаточно будет активное тоже время. Близнецы не останутся в тишине сидеть, близнецы не останутся почитать на лавров. Для близнецов будет такое огненное время, время, требующее к развитию, но все-таки технологии пока подождут. Сложно будет с развитием технологий в ближайшие еще 1,5 года. Это будет активность, да, это будет активность не технологичная, да, до января 2024 года к активности такой информационной мы сильно не придем. К фейковым новостям, да, как раз таки за что отвечают у нас близнецы, да, поэтому близнецы, пожалуйста, не разносите сплетни, слухи, да, сложно вам будет это сделать. Фейк-ньюс, пожалуйста, отложите, потому что это очень сильно захламляет пространство вокруг, это очень сильно тормозит многих, потому что такие как раки, услышав какую-то дикую новость, они очень сильно тормозят. Поэтому, близнецы, для вас на ближайшие 1,5 года копите свои ресурсы, собирайте все свои знания, учитесь. Для вас это будет хорошее такое время, да, особенно с приходом нового учебного года, с приходом холодов, если вы в северном полушарии живете, да, учитесь, занимайтесь самообучением, освойте что-то новое, навык, он вам обязательно пригодится, когда как раз-таки начнется та полноправная эра Водолея, в котором близнецам будет очень комфортно, где близнецы как раз-таки будут вот прям как рыбы в воде, да. Поэтому, близнецы, следите за тем, что вы говорите, что вы делаете на основе этого, да. Не мчитесь как оголделые никуда, обязательно думайте о своей же безопасности, потому что ближайший год-1,5 сложное будет время для тех, кто вообще не думает о безопасности. Понятное дело, скорпионы, они всегда за безопасность, да, они всегда себя подстрахуют, поэтому они такие мощные и такие действия производят. Близнецы же, они очень часто, да, идут не подумав, и от этого потом не могут выбраться, да, из всех ситуаций, которые на жизни у них попадаются. Поэтому, близнецы, пожалуйста, будьте осторожнее, если вы активны, то обезопасьте свои действия и действуйте, да, действуйте, займитесь именно как раз-таки расширением своего близнецовского канала, а это самообучение, обучение, коммуникация, наладьте международные связи, международные контакты в пользу себя, в пользу работы, да, в пользу своей семьи, и вам это обязательно пригодится и сыграет просто потрясающую фишку для ближайших 1,5 лет. Поэтому, близнецы, все будет у вас хорошо, я знаю, вы любите, когда я это говорю, все будет хорошо, если вы будете следовать своей кармической задаче. А задача у близнецов, да, у всех, у кого Солнце находится в знаке Близнеца, это как раз-таки быть информационно активным, но не распространять сплетни. Поэтому помогите нам всем, не распространяйте сплетен и фейк-ньюс, нам их очень много уже в этом мире, их предостаточно. Начните собирать ту самую нужную информацию, которая потом будет помогать этому миру. Так вот, раки, для вас переход узлов, да, в ось Овна, Весов будет такая достаточно кардинальная, да, потому что будут происходить кардинальные действия как за последние 1,5 года, да, так и ближайшие 1,5 года. То есть необходимо действовать активно, но дипломатично, да. Позаботьтесь о своей семье, о своем эмоциональном состоянии. И уже не говорю, подумайте, кто вы, зачем вы в этом мире и тому подобное, да. Вы прекрасно и так уже все знаете, чувствуете интуитивно, дорогие раки, что все у вас идет как надо. Те, кто понимает, что вы идете не туда, прям поймите, да, особенно если вам 37 лет, не просто поймите, а начните действовать, потому что если вы уже понимаете, что ваша жизнь идет не туда, что вы делаете что-то не то, и будто вы живете не свою жизнь, это те основные вопросики, которые у всех проскакивают в
перед переходом кармических узлов, либо перед запуском соляра, да, а у нас как раз-таки узлы будут переходить именно в вашем раке месяце, да, когда многие из вас запускают или уже запустили соляр, да, как раз-таки у многих произошли дни рождения, поэтому раки. Если вы поняли, что ваша жизнь плавно катится не туда, остановитесь и поймите, чего вы хотите. Сходите к вашему любимому астрологу, да, запишитесь к психологу, посидите с подружками, вспомните свою молодость, моменты своего детства, подросткового возраста, вспомните, кем вы хотели быть, да, куда вы хотели прийти, к чему вы стремились, чего хотели достигать, потому что для вас это очень важные моменты для того, чтобы жить свою жизнь, потому что раки, которые не живут свою жизнь, это такие несчастные раки, а естественно раки отвечают как раз-таки за ту самую эволюцию, двигатель прогресса, да, потому что раки у нас тот канал, который приносит нам новых младенчиков в этот мир, да, поэтому раки как раз-таки отвечают за ту самую эволюцию. Естественно, мы все с вами немножечко раки, да, потому что у нас с вами у всех работает внутренняя луна, да, особенно у женщин, да, то есть мы все с вами внутренне идем к развитию, а развитие это как раз-таки момент, когда мы с вами рожаем детей, да, когда происходит рождение людей, новых поколений, как раз-таки воспитание, да, поэтому, если вы все, даже не раки, да, понимаете, что ваша жизнь идет не туда, задумайтесь, остановитесь и пойдите туда, куда вы хотите идти, потому что мир меняется очень быстро и годы начинают лететь стремительно, поэтому не тушуйтесь, не волнуйтесь, что кто-то о вас подумает что-то не так. Вы сами о себе подумаете что-то не так, когда ваша жизнь зайдет в тупик. Поэтому, дорогие раки, пойдите туда, куда вы хотите пойти. Да? Львы. После перехода кармических узлов, да, Солнце перейдет в львовский знак и как раз-таки начнет стремительно, активно работать. Будет вылазить наружу вот это вот все я, эго, понты, праздное настроение, настроение вечеринок, да, настроение, когда хочется куда-то уйти, но лишь бы только не делать то, что делать необходимо, да. Не просто так следующий месяц за переходом узлов он будет такой львовский, да, для того, чтобы понять, кто мы. Дорогие львы, вам это будет сделать очень, кстати, полезно и хорошо, потому что там будут запускаться у всех у вас соляры, вам будет, мы всегда, да, на дне рождения думаем, кто мы, зачем мы, как прошел этот год, немножко структурируем, хотя бы останавливаемся, да, каким был этот год, что мы хотим в новом году, загадываем как минимум желания, это все прекрасные привычки. Закатываем себе немножко праздник, да, для того, чтобы отметить Новый год, но не все задумываются о том, особенно когда жизнь идет никуда. В большинстве случаев, да, в процентке 80-90 люди разочаровываются, говорят, блин, еще один год прошел, стало как-то сложно, как-то вот раньше вот было интереснее, сейчас нет. Почему у львов раньше было интереснее? Потому что они жили свою жизнь, шли туда, куда надо, да, поэтому львы, для вас ближайшие полтора года, они будут такими годами своего естественного эго, я, активности. В личной жизни будут происходить особые перемены, естественно, будут даваться плюшки в жизни. Будет очень сложно в жизни, если вы именно в личной, в партнерской жизни, в любовной сфере, да, будет сложно, если вы будете перегибать, поэтому держите золотую середину, помните, вы все можете сделать, главное дипломатия, для нас, для всех, ближайшие полтора года это дипломатия, она как раз-таки очень важна для того, чтобы настроить ту самую нить общения, да, потому что мы все разные, и это нормально. Из-за того, что мы все разные, этот мир такой интересный, он такой разнообразный, да, поэтому, дорогие львы, будьте активны, но понимайте, что вы не одни, да, у вас кто-то с вами идет рука об руку, если же вы лев, у вас нету партнерских отношений, это очень сложно. Это очень сложно, потому что львы реализуются как раз-таки в семье,
львы реализуются в родительстве, да, и вы максимально раскрываетесь как лев, когда у вас есть дети. Если же у вас нет детей, нужно об этом подумать, нужно всерьез задуматься о любовной сфере на ближайшие 1,5 года, понять, почему у вас нет партнерских отношений, почему у вас нет активности этой, почему у вас нет этой самой романтики, да, и что, начать строить отношения. Как строить отношения? Да просто понять, что где вы косячите, где вы каждый раз делаете не то, что от вас уходят, отворачиваются или вам кто-то не интересен. Вот этот момент подумайте, и через ближайшие 1,5 года, естественно, плоды принесу. Да? С переходом узлов в следующий уже знак, возможно, кто-то выйдет замуж, у кого-то родится ребенок, и это будут такие классные моменты. Всегда очень приятно это осознавать, когда ты что-то делал, понял, осознал, что когда-то был неправ, да, и потом у тебя что-то получилось. Итак, девы, для вас ситуация будет складываться в финансовой сфере, все достаточно очень хорошо и продуктивно. Естественно, все зависит от вашего положения. Если вы дева высокого полета, то в финансах у вас будет, скорее всего, прибыль. Если вы дева среднего полета и ниже, возможно, какие-то передвижения, сложности в освоении новых каких-то, да, знаний, рубежей, потому что нас всех заставляют сейчас переходить в информационные технологии, они такие достаточно, девам сложновато, да, уйти от своего привычного уклада жизни, но медленно, но верно. Еще до января 2024 года все будет идти в таком же темпе, ничего особо меняться не будет. Нарабатывайте новые знания, учитесь, обучайтесь, будет спокойно. Мировые события особо вас не будут волновать, оно будет идти так активно, по нарастающей, но вы к этому готовы, вы спокойно с этим всем справляетесь. Для вас начнется немножко сложновато с весны 2024 года, немножко появится той самой дерзкой активности, к которой вы не готовы, да, поэтому осваивайте этот навык очень активно, очень так манифестационно надо будет идти, ускоряться. В личной жизни без особых изменений, в личной жизни все будет идти шатковалка, да, но это и неплохо, это и неплохо. То есть все то, к чему вы привыкли, все то, что у вас есть, при наличии знаний, при наличии дипломатии, все с вами и останется, получится даже приумножить что-то, привнести в свою жизнь, купить недвижимость, обзавестись чем-то новеньким, да, может быть, дачу даже получится обзавестись, да, к следующему сезону летнему. Поэтому, девы, у вас все будет хорошо в этой сфере, да, и в любовной и финансовой уж такая она у вас на эти 1,5 года вместе переплетенная, да, получится еще даже недвижимостью обзавестись. Поэтому, девы, не переживайте, все у вас будет хорошо. Конечно же, повышайте свой уровень профессионализма, он вам будет необходим, потому что с февраля-марта 2024 года, естественно, новые знания вам будут просто необходимы. Поэтому не тушуйтесь, осваивайте, идите вперед. Ох, весы, весы наши любимые, и переход этих узлов потрясет немножко и вас, естественно, всех трясет и будет трясти вас, но вас будет трясти больше. Скажу почему, потому что вы захотите красиво, вы захотите как надо, вы захотите договориться, но мир к этому немножко не готов, да? Вся ваша весовская осознанность будет говорить за вас, будет немножко не той монетой вам служить, да? Пошатнутся в эти 1,5 года ваши партнерские отношения, не из-за вас, из-за партнера, но, как мы знаем, в браке, в партнерстве, да, у нас всегда 2 руки идут рука об руку, поэтому необходимо договориться, необходимо донести партнеру, да, что есть сложного, почему он не понимает или она не понимает, почему вот так бывает, да, и вместе преодолеть все сложности. Для весов в ближайшие 1,5 года будет экзамен на партнерские отношения, раздутое эго, либо же ваша счастливая личная жизнь.
Если останетесь жить вместе с партнером, да, в браке, то, естественно, вас ждут плюшки и развитие, да, ждет очень много классного и интересного. Если же решите пойти отдельно, то, естественно, свою весовскую кармическую задачу не решите, и с новым партнером придется примерно все те же самые ошибки заново проходить. То есть так складывается кармическая задача у весов, так складывается их вообще внутреннее ощущение по жизни, да, что те задачи, которые они не решили, те партнеры, друзья или уже они враги, они будут возникать снова и снова. Почему? Потому что вы это не сделали ранее, потому что вы это не смогли в свою голову уместить, да, не смогли это понять, договориться и пойти дальше. Почему? Потому что если история не решилась, чтобы, как говорится, если все произошло и все плохо, значит это не конец, да, значит это только начало. Поэтому решайте все свои ситуации, которые у вас есть в голове, потому что у весов от партнерских отношений, от умения договориться и дипломатии зависит абсолютно все сферы их жизни, зависит и личная жизнь, и работа, и здоровье, карьера, общение с детьми, потому что у весов партнерские отношения, которые провисают, да, провисает сфера брака, то и естественно провисает и воспитание детей. Провисает очень многое, да, ну и в основном такие в умозаключении, да, подытожу. У весов очень мощный экзамен на ближайшие 1,5 года, поэтому, дорогие весы, не тушуйтесь, знаете, нам всегда даются задачи, которые мы сможем решить и реализовать, поэтому идите вперед, идите стремительно и делайте. Вы сможете, весы, я в вас верю. Скорпионы. Ну что, для вас момент как раз-таки новый, да, для вас момент как раз-таки будет немножко сложноват тем, что вам в эти 1,5 года необходимо научиться дипломатии, не мощному давлению, да, а как раз-таки дипломатии, договорным отношениям и действовать. То есть не сидеть, не выжидать, не надеяться, что вот кто-то придет, все разрушит, и мне потом достанется то, что достанется, и я очень классно все это подгребу под себя. Нет, дорогие скорпионы, необходимо именно учиться сложной такой задаче для вас, да, это договориться, чтобы было всем хорошо. То, что скорпионы любят делать меньше всего, то есть для них это усидеть на 2 стульях, и они этого не любят, да, но необходимо. Для чего? Да, ради всего того же, да. Поэтому, скорпиончики, идем вперед, вычищаем все, чего мы не дочистили, да. Этот год для вас еще будет продолжаться, действия для вас приобретут более такой активный, динамичный характер. Вы, конечно, такую скорость не любите, но это будет такой спринт. Ближайшие 1,5 года для скорпионов требуется точно так же активности, требуется именно действий, да, не выжидательной тактики, да, не тактики сидеть ровно, да, когда вот все само случится. Нет, требуется активности и действия, в принципе, как от всех от нас. Скорпионом управляет также Марс. Марс планета активности, будет в Деве в ближайшие 1,5 месяца, да, то есть требует реальных таких действий, она этих действий даст. Поэтому, товарищ Скорпион, дочищайте то, что вы не убрали из старого, расхламляйтесь, высвобождайте в жизни больше новой энергии, да, реагируйте на ситуацию в округе и двигайтесь вперед. Обязательно двигайтесь, не оставайтесь где-то в своих каких-то умозаключениях, вам это будет сложно. Потом будет сложно это разгрести, потому что никто не поймет вашу глубину и зачем вы это делаете. Да? Поэтому, скорпиончики, на ближайшие 1,5 года активнее. Итак, стрельцы. Ну что, для вас кармическая задача более чем понятна. Вы на самом деле ее уже проходили, был такой мини-экзамен, мощный такой достаточно экзамен на развитие, на проверку, да, просто сейчас накладывается еще сфера любовных отношений и своих же действий, да, сфера партнерства, брака и совместного развития вместе с вашим стрельцовским предназначением кармической задачи, такие очень сложные понятия для стрельцов, да,
Поэтому, стрельцы, необходимо сюда еще понять, что мир широк настолько, что необходимо не просто самому идти, да, свои задачи реализовывать, но еще реализоваться нужно с кем-то. Будет подвергаться у вас также сфера любви, сфера, естественно, отсюда идет и финансов, да, сфера очень активная и мощная, которая будет давать вам стимул к развитию. Не получится реализоваться, начнете провисать. Начнете провисать, 1,5 года проведете в таком достаточно угнетенном состоянии, не в своей тарелке, проведете в состоянии упущенных выгод, да, проведете в состоянии нереализованных надежд, мечтаний и тому подобное. Поэтому, стрельцы, любовные договоренности, брак, партнерство очень важные для вас на ближайшие 1,5 года. Естественно, провисает от этого все. Если здесь не будет у вас вот так рука об руку, да, поэтому стремитесь, делайте, идите вперед, но помните, да, что с вами в лодке есть кто-то еще, и этот кто-то тоже очень важно. Важно, чтобы были счастливы не только вы, но и он или она. Поэтому, стрельцы, договаривайтесь, включайте всю свою мудрость, проявляйте себя как стрельцы, потому что любовная сфера может оставить без штанов. В ближайшие 1,5 года, да, будет очень сложно, потому что сложно доказать, что ты прав, да. Поэтому здесь все понятно на ближайшие 1,5 года. Здесь необходимо терпение, здесь необходима усидчивость, раскрытие своих талантов и помощи раскрытию талантов своего партнера. Поэтому, стрельцы, дерзайте и не уходите в пафос, Ну что, дорогие козероги, для вас в ближайшие 1,5 года будут достаточно такими активными, достаточно движниковыми, потому что здесь еще будет способствовать Плутон, который все-таки вернулся в ваш знак, и до января 2024 года у вас получится очень классно с переходом узлов нарастить свои ресурсы, нарастить свои богатства, и все у вас получится, то есть финансы будут идти в профит. Необходимо подстраиваться будет под ситуации для того, чтобы реагировать на новые условия жизни, потому что все будет стремительно меняться, и вам, естественно, захочется оставить все, как было раньше. Не получится. Да? Мы приходим в эру Водолея, и как раз-таки эти узлы требуют от вас дипломатии и договорных отношений. Сложно будет работать по-старому, поэтому переходите на новый режим. Поэтому, козероги, естественно, находим себе для финансовой сферы активную подстраховку. Если вы понимаете, что уже прошлые методы не работают, как работали раньше, не приносили столько труда и плодов, как это было раньше, если карьера начинает быстро, да, или уже находится в состоянии турбулентности, поэтому находим себе запасной аэродром, как говорится, и идем вперед, потому что последующие 1,5 года для вас требуют такой активности, дипломатии и действий в этом направлении. Естественно, для козерогов очень важна будет сфера рабочих отношений, да, поэтому, естественно, я надеюсь, семья у вас в безопасности, с семьей у вас все хорошо, но если же сфера семейных отношений, отношения с детьми, с любимыми, она находится в таком шатко-валком состоянии или она вообще отсутствует, да, ну, конечно, если она вообще отсутствует, ее сложно будет сейчас наверстать и сделать, да, а если же она у вас активная и в развитии, да, то есть у вас есть семья, дети, то, пожалуйста, наведите с ними такую нормальную, постройте коммуникацию, да, для того, чтобы ну, вступить в эру Водолея, в новый мир, в новое время, которое нас всех ждет, вместе с ними, да. Не рассорьтесь, не разругайтесь, не потеряйте никого и, естественно, сделайте скачок в карьере. Необходимое и нужное, очень важное время для вас, хоть и не такое простое, требует терпения и усердия. Ну что такое? Нормальные козероги и так знают, что это, и им не сложно. Ну что, Водолей, ближайшие 1,5 года для вас будет достаточно временем, не сказать, что сложным, сложно будет сделать что-то продуктивное на благо своего будущего, да, захочется вот как-то хлопнуть дверью,
как-то сжечь мосты, но водолеи, если мирушца говорит о том, что наоборот эти мосты нужно наводить, да. Для вас будет достаточно такое сложное время неопределенное. Для водолея, конечно, этим не напугать, но водолею очень сложно в этом времени что-то полезное для будущего сделать, да, если это не глобально, даже касается своей жизни, потому что водолеи очень редко находят для себя вот это как раз-таки время, да. Конечно, водолеи, вы нам нужны для развития, да, этого мира, но помните, классный водолей тот, который развивается всесторонне, и сфера любовных отношений для вас будет очень важна, очень важна. Не буду говорить вам, что вам надо делать, вы и так делаете, да. Стремлений у вас тоже достаточно, вы их раскачали до того уровня, но вот любовная сфера, да, семейная жизнь будет претерпевать сложности. Вы будете преодолевать много сложностей в семье, будете выходить на новый уровень, хоть вы будете считать, что это просто, чтобы вот вам было плохо, нет. Не ищите в этом такой сложный подтекст, все на самом деле для того, чтобы вывести вас на новый уровень. Да? Для чего? Для эволюции, ради Вселенной, ради нас всех, для того, чтобы мы все вместе дружно шли дальше. Потому что водолей без сложности – это такой простенький водолей, да? И самому водолею так неинтересно. Поэтому любовная сфера будет претерпевать изменения, в плюс или в минус будет зависеть от вас. Естественно, включаем дипломатию, включаем активность и идем в стремительное будущее. Естественно, работа никуда не девалась, развитие, все это в вашей жизни уже есть, я вам про это даже не говорю. Нормальный водолей это и так понимает, да? Поехали. Ну что, в заключение скажу про рыб. Для рыб очень будет такой сложный момент. Для рыб эти 1,5 года будет завершающим циклом, потому что ровно через 1,5 года северный узел перейдет таки из знака Овен в рыбы, да, и будет спрашивать очень жестко, прям по полочкам, да, что ты классного сделал для себя, что ты классного сделал для мира, какие ты принес осознания с собой к этому возрасту, к этому моменту, да, особенно те люди, у кого северный узел находится в знаке зодиака рыбы, и те, кто рыбы по гороскопу, будут это очень мощно ощущать. Вам будет сложно в каких-то ситуациях, которые требуют милосердия, да, те ситуации, которые требуют от вас принятия, вам будет сложно в них действовать кардинально. Рыба вообще не кардинальный, в принципе, знак, да. Рыба это тот знак, который украшает этот мир, да, украшает этот мир природой, красотой, тем душевным, который жесткие козероги и не осознают, да, что оно есть и нужно, например, да. Рыбы как раз-таки дают ту надежду для светлого будущего, да, поэтому рыбы, вы нам нужны, вы нам обязательно нужны. Без вашего сочувствия, без вашего понимания полной картинки, без вашей внутренней проявленности будет сложно. В ближайшие 1,5 года в вашей жизни будут работать такие сферы, как личная жизнь, естественно, да, сфера вашей деятельности, ваша работа, ваша проявленность в этом мире, ваше движение вперед в этом мире, кто вы, какие вы рыбы, как вы развиваетесь. Рыбы, в ближайшие 1,5 года для вас будет очень сложно подвисать в каких-то рамках, да, подвисать в неопределенности, провисать в каких-то быстрых реагируемых событиях, да, сложно будет из них выбраться. Выбирайтесь, пожалуйста. Понимаете, для чего вы такой сложный знак, потому что нет для вас задач невыполнимых, да, потому что рыбы для нас считаются как бы венцом понимания и принятия всего, чего происходит в этом мире. Поэтому понимаете, для чего все происходит, для чего в вашей жизни происходят изменения, произойдут в личной жизни изменения, произойдут изменения, естественно, в здоровье. Если же будет очень много внутреннего отторжения, то начнет хворать психосоматика и, естественно, может появиться какие-то там сложности. Поэтому, рыба, отдыхайте. Для вас очень важна сфера здоровья. Здоровье, сфера в этом году для вас очень важна в эти 1,5 года. Поэтому обязательно в это лето отдохните. Если вы смотрели прогноз на июль месяц для знака зодиака рыб, то я прямо так и говорила: рыбы, отдохните. Отдохните физически, отдохните эмоционально. Вот прям
дайте волю чувствам, да, почувствуйте этот поток, почувствуйте, кто вы, да, и эта рекомендация для вас таки будет работать в ближайшие 1,5 года, потому что это те действия, да, освойте медитацию, йогу с утра, да, тайчи, это те действия, которые будут возвращать вас в свое внутреннее состояние, в состояние нормы, в состоянии такого релакса, да, будут вас успокаивать. Поэтому, рыбы, помните, для чего вы здесь, кто вы, да, сложности будут с принятием мировых событий в ближайшие 1,5 года, но мир просит это сделать для эволюции, для стремлений в будущее. Поэтому не паникуйте, не растворяйтесь в пространстве, не уходите в свой внутренний мир, оставайтесь здесь с нами в физическом мире для того, чтобы понимать, куда мы все идем. Ну что, дорогие друзья, это были рекомендации для всех знаков зодиака в переход этих кармических узлов и в ближайшие 1,5 года, пока узлы кармические будут находиться на оси Овен-Весы, да, кому что необходимо сделать, какие сферы будут провисать, что необходимо подтянуть, на что обратить свой взор, какую сферу поставить на лыжи для того, чтобы эти лыжи несли вас вперед, да, двигать прогресс и тому подобное, да. Слушайте рекомендации, отматывайте по ленте каждый свой знак, смотрите, пересылайте это видео близким для того, чтобы они понимали свое психоэмоциональное состояние на ближайшие 1,5 года, что произойдет в их сфере, да, в их жизни с их знаком. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам всего доброго и мягкого перехода кармических узлов. Все обязательно происходит так, как оно должно быть, поэтому не тушуйтесь, не волнуйтесь, встречаю вас на этом канале на следующем видео. А сейчас, кому не сложно, спасибо всем, кто досмотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы, конечно, еще не подписывались. И до встречи в следующем видео. Всего вам доброго!